Ого, сколько здесь. Яйца немножко поднесли. Специфическое ведение хозяйства. Чудо-петух. Нельзя. У фаверолей считаю, а у меня здесь 2 фавероля. А потом смотрите, а вот и 3-й фавероль. Она перебралась к шелковым. Вот что значит быстро на тяп-ляп делать сетку. Где-то в каком-то месте она туда пробралась. Вот так. Может быть, или здесь. Может, здесь как-то перелетела. Вот она, пропажа, где ходит. У шелковых. Обойти надо с той стороны и ее словить. Я сюда пересадила вот эту курочку, которая несет голубое яйцо. И, скорее всего, причина была она. Наверное, здесь какие-то были конфликты. Еще и возмущается. Еще и недовольна. Иди домой. Не знаю, сколько она там сидела, но спинку ей уже выклевали. А была уже она почти заросшая. Вот что значит перелетать к соседям. Вот что значит. А вот там кто-то выщипывает перья. Открыла теплицу. Все хотят зеленую траву. Здесь сидит квочка, но не знаю, есть ли смысл туда к ней сейчас заглядывать. Осталось ей совсем немножко сидеть. Мне кажется, смысла нет. Беспокоить ее. Судя по тому, как она разгребла здесь все, она вставала опять. Все она делает по плану. Смотрите, видите? Разгребла, вставала. Но это, конечно, плохо, потому что она может надолго охладить яйца. Ну, уже как будет. Осталось немножечко. Нашла. 2, 3, 4. 4 яйца в этот раз. А может быть, еще что-то в курятнике съела. Это делает моя кошка. Вот она. Вот она, моя красавица. Марусь, зачем ты это делаешь? Вкусные яйца? Да, вкусные? Вот так моя кошка тоже лакомится вкусными яйцами. Вот вам и весна. Видите? Вот весна. Вот такая толщина льда, март месяц.
Но это не странно. В марте, еще в конце марта может выпасть снег. Сейчас вам принесу. Воду поменяю. Вот они лед с удовольствием любят, видите? Ну, нежелательно. Нежелательно им лед. Не надо. Потерпите, скоро будет уже лето. И будет тепло. Ловят лед. Хватают лед. Нежелательно это делать. Сразу забираю менять воду. Пошли, Марс, менять воду. Хоть одна польза будет от тебя. Пошли. Полюбуйтесь. Сидят два шкодника. Вот они где. Конечно, к курятнику поближе. Кухня поближе должна быть. Как всегда, начинаю с уборки на гнездах. Шпатель. И все это собираю в ведерко. И на огород. Тот, кто смотрит мой канал давно, знает, что я показываю все, как есть в курятнике. Вот иду с ведром убирать в этом вольере. Посмотрите, что тут творится. Не знаю, каким это образом произошло. Вот иду убирать на гнездах. Или же это плохо держит у меня эта застежка, что скорее всего, потому что она очень вот слабая. Скорее всего, это проблема у меня с застежкой. Надо принести шуруповерт и хорошо закрутить. Раскрутилась эта гайка. Думаю, причина была в этом. Ну все, убираю на гнездах, а яйца соберу уже, когда все уберу. А я думаю, чего она здесь ходит? Чего она здесь все время ходит? Как будто охраняет. А ну-ка, давайте я вам покажу, что я уже увидела. А ну-ка, догадались уже, да? Вот она все время здесь ходит. А не просто так она здесь ходит. А у нее здесь вот такая красота. Я теперь даже не знаю, может не забирать их. А с другой стороны придет кошка. Горячее. Это я только попала на первое яйцо прямо. Оно горячее. Класс. Может быть, не забирать? Все-таки она здесь гнездо сделала. Как быть, не знаю. Ну, пусть пока полежит. Пока я здесь, пусть лежит. Это все лежало на гнездах. Сбросили. Это все у меня лежало вот здесь сверху. Все посбрасывали. Это ж сила такая. Вот. Я так и знала, как только выпустим на свободу с теплицы, сразу начнут нестись. Для них это свобода. Как оказалось, теплица для них это было но зато хорошо перезимовали.
помощники. Без них никак. Немножко подкручу. Вот так. Потому что думаю, что причина была именно в том, что вот этот саморез выкрутился. У цыплят я все перестелила. Видите, она еще яйцо не снесла, но она уже обижает цыплят. И мне очень хочется ее отнести в курятник. Она уже не издает никаких звуков. И мне очень жалко цыплят, потому что она их обижает. Это я вижу. Даже приезжая на несколько часов, я слышу, как она их обижает. Я принесла добавить зерносмесь с комбикормом. Вот видите, вся съедена, но еще есть. Вот так вот я приехала, и вот такое количество корма у них еще есть. Воду я уже чистую поставила. И поставила металлическую кастрюлю, потому что пластиковое ведерко они переворачивают. Вот еще немножко понаблюдаю. Если она сейчас будет кого-то бить, я отнесу ее в курятник. И не забывайте закрывать вот эту крышку у кормушки. Яйцо квочка еще не снесла, но я вижу, что она уже обижает цыплят. Главное не пропустить этот момент, потому что все это может закончиться плачевно. Ой, смотрите, яйцо есть.
Представьте себе, я приехала, его не было, когда я перестилала. Она снесла все-таки первое яйцо. Вот это да! Представляете, как природа все сделала? Вот как только начинает бить цыплят, это значит яйцо. Все, значит, она сейчас у меня будет отсажена в курятник. Какая красота! Смотрите! Я обнаружила это яйцо вместе с вами. И, по-моему, оно даже зеленое. Сейчас буду забирать. Убрала сетку, чтобы мне было удобно, спокойно забрать яйцо, и чтобы они не испугались. Смотрите. Горячее яйцо. Смотрите, оно вот такое зеленое. Это курочка у меня из яйца вот той помесной, которая у меня от Амераукана. Видите, какого цвета яйцо? Практически передалось такое же яйцо, и из которого она вывелась. Вот такие яйца я брала и на инкубацию. Это от моей курочки, которая помесная. Я вам всегда ее показываю. В центральном вольере она помесная с петухом Амерауканом. И вот передалось яйцо. Вернее, цвет яйца передался от мамы, от курицы. Да, новостей сегодня куча в курятнике. Сейчас она пойдет в курятник. Она уже сама заглядывает, как бы покинуть это родильное отделение. Заглядывает через сетку. Видите, она уже не издает звуков квочки. Поэтому со спокойной совестью можно отправлять ее в курятник. Пойдем, сейчас пойдем. Все, курочку забрала, цыплят накрыла, и она, по-моему, не против. Видите, она уже разговаривает, как обычная курица-несушка. Все, идем. А цыплята прекрасно будут уже здесь без курицы. Конечно же, эту процедуру желательно делать вечером, когда стемнеет, чтобы это было безболезненно для курочки, потому что сейчас все петухи побегут к этой курице. Но так как у меня специфическое ведение хозяйства, при котором я не могу этого сделать, когда это нужно, а делаю, когда могу. Поэтому я заношу курицу в курятник. Заношу курочку в курятник. И обычно я сажу ее или на насесты, или в гнездо. Сиди. Все, мое дело занести ее. Конечно, лучше бы это делать вечером. А дальше она разберется сама. Вот так. Конечно же, она помнит, с какого гнезда я ее забирала. Это было именно это гнездо. Молодец, курочка, высидела цыплят, вынянчила, выгрела, научила кушать. И даже, вы знаете, бывает такое, что вот такие курочки садятся 2 раза за сезон. И еще я не удивлюсь, если она еще раз сядет на яйца летом.
Всем курочкам даю сено. Вот такое вот сено. И они с удовольствием кушают. Надеюсь, что хватит. До первого покоса травы, думаю, что хватит. Еще немного у меня в запасе есть. Вот квочка у меня вот этой курицы. Вот эта курочка снесла яйцо. Я его инкубировала в инкубаторе. И вот квочка, которая снеслась, вот эта курочка. Это ее мама. Она очень хорошая, продуктивная несушка. И можете видеть, что у нее шапочки практически нет. Но это чубатая курица. Вот так вот и петух выдергивает, когда делает оплод яйца. Вот так выглядят самые продуктивные рабочие куры. Вот так вот при дневном освещении выглядит яйцо курицы квочки, которая снесла первое яйцо. И, конечно же, я его кладу в ведро и иду собирать яйца. Квочка сидит, привыкает. Как правило, несколько дней курочки-квочки сидят в курятнике, не выходят на улицу, адаптируются, привыкают, а потом все будет хорошо. А я пришла собирать яйца. Ого! Ого! Обратите внимание! Обратите внимание, что это происходит. Ну, начинаю собирать. Там еще и внутри есть. Начинаю собирать. Кому интересно, можете даже считать. Огромное, огромное яйцо. Так, заберу, потому что тут пришла курочка и может наступить на эту планку. Ну, она, конечно, у меня держится тут неплохо, она на цепочке. Но мало ли, рисковать не будем. И здесь еще соберем. Так. Тут что-то мокро. Непонятно, что там. Ну, буду убирать в гнездах. Разберусь. Так.
Вот кто будет сторожить яйца. Так. И смотрите, смотрите, еще одно яйцо есть. Вернее, то, что осталось от яйца. Вот так вот. Мусор в гнезде, видите? Все, яйцо на этом мусоре. Вот, лежит. И, скорее всего, это не куры, а кошка съела. Потому что куры бы съели бы и скорлупу яйца. Ну что, хочется открыть верхние гнезда, но не хочется ее пока тревожить. Давайте тогда мы откроем нижние еще гнезда. Так, это я собрала тут. Что-то плохо закрывается. Ага, видите, еще что-то попало. Так, все. Теперь открываю здесь. Ого! Ого, сколько здесь! Смотрите, сколько здесь уже яиц. Ой, красивые яйца. Ого. Так, все здесь собрали. Давайте еще посмотрим здесь. Ага, мусора, смотрите, сколько. Смотрите, сколько мусора натаскали. Это тоже нужно убрать. Все, гнездо убрала и закрываю. И в этих гнездах еще сидят курочки. Если успею, приду потом и заберу перед отъездом. И тут сидит, и там сидит. Ну что, а теперь будем тревожить эту красавицу. Вот так уберу ведро, потому что она будет прыгать. А может и не будет прыгать. Потихонечку. Я могу и так собрать, в принципе, чтобы ее не тревожить. Ого, сколько! Смотрите, сколько яиц. Вот это да! Что-то это гнездо у нас стало популярным. Это гнездо с дыркой. Вот кто спрашивали меня, какое гнездо лучше, с дыркой или без дырки. Вот смотрите сами. Показываю все как есть. Все как есть. В курятнике все показываю. Вот сколько яиц я уже здесь собрала. Много. Так, из-за квочки этой хотя бы не уронить яйцо. Все, видите? Все, собрала аккуратненько и даже не потревожили квочку. Теперь нужно аккуратненько закрыть. Вот так, все. И пусть она себе сидит дальше. И вот смотрите, неплохо. Пол ведра это только с первого вольера. Вот этих кур. Теперь идем в этот вольер к чубатым курочкам. Здесь, помните, гнездо было открыто, я вам показывала. И надеюсь, что сюда... Ой, боже, что ж такое? И надеюсь, что сюда поднесли яйца. Вы поднесли сюда яйца? А ну, показывайте. Кстати, вот эта курочка была в попоне. Смотрите. У меня куры
сами снимают попоны, когда им вздумается. Куры сами лучше знают, когда нужно снять попону. Спинка вся заросла. Только осталось теперь найти попону. Где она есть? Где же попона? Где же попона? А ну давайте будем искать. Где-то должна быть. Где же она может быть, а? Где-то попона есть в подстилке. Надо будет поискать. Сначала соберу яйца, а потом поищу. На ней точно была попона. А красиво заросла, смотрите. Видите? Красивая спинка. Ну, крылышки, это понятно. Петух работает. Я вам всегда говорю, что рабочие куры вот такие. Немножко ободранные. Это курочки, которые с высокой яйценоскостью. Ну и что? Начинаем собирать. Конечно, поднесли, смотрите. Помните, сколько было? А прошло всего лишь 1,5 часа, пока я воду поменяла, пока я с квочкой решала вопрос. Яйца немножко поднесли. И вот сейчас хочу вам, очень вас прошу, не выносите маленьких цыплят на улицу сейчас. Только пригрело солнышко, вы тащите их на улицу. Ни в коем случае. Не думайте, что если вам тепло, то цыплятам тоже тепло. Они еще не могут себя обогревать. И это очень плохо. Такие цыплята, которые вы выносите на холод, вот ранней весной на улицу, кажется, солнышко пригрелось, вынесу цыплят, пусть походят на солнышке. Как правило, такие цыплята погибают. Пожалуйста, не выносите сейчас цыплят на улицу. Пусть сидят в помещении. Еще успеют они нагуляться. Вот, смотрите, видите? Мостится, и там будет яйцо. Вот эту курицу сейчас посажу в гнездо. Так, здесь яйца собрала уже. Еще одно гнездо. Ой, какие они чумазые, смотрите. Но это все вот так стряхивается. Это гнезда отличные, в них всегда чистые яйца. Вот сейчас я вам покажу. Закрою. Смотрите, какие чистые яйца. Смотрите, красота. И эти яйца были снесены за несколько дней. Меня в курятнике не было 3 дня. Если бы это были обычные гнезда, за 3 дня здесь были бы яйца очень грязные. И были бы и разбитые, и в желтке, и в уличной грязи. Все это я проходила, все это я знаю. А вот такие гнезда с яйцесборниками вот дают нам вот такие чистые яйца. Нельзя так делать. Нельзя. Ну и вот это индюшиное яйцо я решила не забирать. Пусть индюшки складывают здесь себе яйцекладку.
Оно, конечно, красивое, большое. Хоть подержу его. Очень красивое, большое яйцо. Смотрите, какое в сравнении с этими. Все, пусть оно лежит. И пусть индюшки сюда несутся. Яйца Марана нету. Может быть, где-то в подстилке она его спрятала. Ну, по крайней мере, я не вижу. Нигде не вижу. Все, идемте в теплицу. Пришла за яйцами в теплицу. Здесь у меня вот такие пушинки. Вот такие пушинки. Вот такие. Араукана. Петух шелковый. И помесная курочка с Амераукана. Так, и принесла сюда гнездо из третьего вольера. Где оно уже только не было. Только в теплице еще не было. Пусть стоит. Может быть, туда шелковые пойдут нестись. Здесь у меня 3 яйца. 3 яйца. Огромные. И видите, в желтке. Видите? Это шелковые курочки несутся. И приходит эта большая курица и давит их. Это все не специально она делает, я думаю. Но осталось мне, да, вон желток. У меня здесь стоит солома. Я немножко там застелю вот так. У меня просто больше нет времени. Все. И я уже надеюсь, что март они еще здесь посидят. Может быть, не до конца марта. И буду переселять их уже в курятник. Поэтому никаких изменений пока делать не хочу. Сидит, пусть пока сидит. Поэтому поставила вот это гнездо металлическое. Может быть, туда шелковые пойдут нестись. А здесь яйцо будет сохранено, потому что здесь скат яйца к задней стенке, и оно попадет в яйцесборник. Вот это гнездо у меня будет специально для, как бы для шелковых. Ну, может быть, и эта курица туда пойдет нестись. Квочка сидит на яйцах, пусть досиживает. Осталось совсем чуть-чуть. А я иду к фаверолям. У фаверолей сейчас посмотрим. О, у фаверолей 2 яйца. И, по-моему, вот это только-только снеслось. Судя по запыленности яйца. Видите? Беленькая-беленькая. Значит, чистенькая. Только что было. А это в пыли, потому что здесь, конечно же, пыльно. Так, закрываю. Все, закрыла. Ой, какой крикун ты. Ну и голосистый фавероль. Красавец. Хвостик отрастет и будет вообще чудо-петух. Ты чудо-петух. Ну вот и все. Вот это весь урожай у меня за 3 дня. Я считаю, что это отлично, с учетом того, что еще Маруся помогает мне собирать урожай. Цыплята прекрасно сидят без квочки. Тишина. Никто не обижает.
4 сыночка и лапочка-дочка. Вот такие 4 петушка. И все чубатые, кроме курочки. Вот это, скорее всего, мама этого цыпленка, курочки. На вот эту курочку похожа. Не успела я вам снять. Она перелезла через забор на моих глазах. Вот прямо только что. И пока я достала телефон вам снять, все, яйцо уже съела. Это при том, что я ее только что накормила рыбой. Привезла очень много корма. И вот так вот. Прямо на моих глазах через забор она перепрыгнула и в пасти вынесла это яйцо. Коты это делают спокойно. Прямо на моих глазах.